Глава 15. Своя территория. Утро было тихим. В каюте стоял ровный мягкий свет, по стене тянулся бледный прямоугольник от окна, за которым лениво двигалась полоска серо-голубого моря. Звуки корабля сливались в один спокойный фон где-то под полом. Если не вслушиваться, их почти не было. Анна лежала на спине и смотрела в потолок. Под кожей жило вчерашнее тепло. Не жар, а как будто тонкий слой джакузи остался внутри, согревая из глубины. И иногда это тепло казалось слишком отчетливым, почти чужим. Не до конца понятно, от кого оно — от него, от них или просто от нее самой. Рука Томаса лежала у нее на животе поверх майки. Пальцы расслаблены, дыхание ровное, теплое. «Вчера мы сидели в горячей воде с другими людьми, и это было не страшно», — подумала она. «Сегодня я лежу рядом с ним, и мне не хочется все раскручивать по винтикам. И в то же время где-то глубже зудит. Ты уверена, что не хочешь разобраться до конца?» Она повернула голову. Томас спал с привычной легкой складкой между бровями. Даже во сне как будто что-то проверял. Анне хотелось осторожно разгладить эту складку пальцем, но она только отметила это желание и оставила его при себе. Было странное ощущение, что стоит коснуться, и придется вслух признать все, что внутри уже не помещается в старые слова. В теле было странное сочетание. Легкая усталость и тонкая дрожь под кожей. Вчерашние случайные касания всплывали не как опасные моменты, а как части общей картины. Смех, теплая вода, пена, тосты. Я помню, как чужая рука была на мне, и как рядом все время был он, и ничего не рухнуло, — отметила она. И главное чувство сейчас — не вина, а какое-то неожиданное разрешение дышать, и от этого разрешения было одновременно и легко, и тревожно, как будто ей выдали доступ в комнату, в которую хорошие жены обычно не заходят. Томас пошевелился, прижав ладонь чуть плотнее. «Ты не спишь?» — пробормотал он, не открывая глаз. «Уже нет». «Корабль все еще не тонет?» «Судя по всему, держится». Он чуть улыбнулся, наконец открывая глаза. «Прекрасно. Значит, наша вчерашняя водная афера прошла без апокалипсиса». Анна фыркнула. «Какая именно? Джакузи или вино из пластиковых бокалов?» «Пакетный тур», — уточнил он. 4 взрослых человека и горячая вода. Могут ли они расслабиться и не превратить все в драму?» Она подумала секунду. «По-моему, да». Хотя где-то внутри тихо добавилось: «Драма просто переехала внутрь, в меня». Он какое-то время просто смотрел на нее. «Ты как?» — спросил он спокойно. Она прислушалась к себе, без привычки копать до самого дна. Почувствовала, как поднимается знакомое «сейчас надо ответить правильно». Успокоила его. Спокойно и как будто больше живая, чем обычно утром. Томас кивнул так, будто это был вполне понятный параметр. Где-то в глубине у Анны ёкнуло. А если бы я сказала «напугана» или «возбуждена», он также спокойно кивнул бы? «У меня похоже», — признался он. Как будто кто-то выключил режим «надо быть идеальным гостем круиза» и включил «мы обычные люди». Он помолчал и добавил. И с Максом и Леной почему-то спокойно. Хотя ситуация все равно чуть странная. Анна задумалась. «У меня тоже. Странно, но не тревожно». Она не добавила «а иногда все-таки тревожно», потому что сама еще не решила, радоваться этой тревоге или бояться ее. Она повернула набок, опираясь на локоть. «Как тебе они? Как люди?» «Угу». Он поискал формулировку. «Мне не кажется, что Макс кто-то, кто хочет заходить туда, куда его не просили», — поделился он мысленно. «Он шутит постоянно, но я ни разу не почувствовал, что он пытается проломить границу. Скорее наоборот, он ее видит и аккуратно трогает на прочность, но не давит». Анна кивнула. Слово
Тронуть границу откликнулась где-то под ребрами. Ее границу вчера тоже тронули, и она не заорала. «А Лена мягкая», — продолжил Томас, — «но не растворяющаяся. Если что-то решила, просто делает, без нажима, но и без бесконечных, если вам удобно». Анна улыбнулась. «Да, и она не смотрит на меня как на проблему, соперницу или проект. Это честная роскошь». На секунду мелькнула колючая мысль, а если бы я была ей, смогла бы так же спокойно смотреть на чужую руку на теле своего. Она отодвинула ее, как горячую кружку, за которую взялась не с того края. Они помолчали. Странно думать, что мы вчера сидели с ними в воде и, происходили всякие совсем случайные штуки, а я при этом все равно чувствовала, что с ними безопасно. У меня также. Были секунды, ого, но вслед за ними приходило другое. Это наша компания, наш выбор, не ловушка. Он чуть сильнее сжал ее пальцы. Томас чувствовал под ладонью ее кожу через тонкую ткань и понимал, что этот контакт не проверка, не тест, а доверие. И все-таки где-то в затылке коротко кололо, а если однажды ее ого окажется про кого-то, кого он не успеет заметить рядом с собой? И ни секунды не было ощущения, что ты от меня куда-то уходишь. Скорее наоборот, будто нас стало не меньше, а чуть больше. Мне нравится это «чуть больше». Слово «чуть» прозвучало как страховка. Не совсем другие, не четверо вместо двоих, а пока что маленькая прибавка смысла, с которой еще можно справиться. Он улыбнулся. Позже они сидели друг напротив друга за маленьким столиком. 2 чашки оставляли на блюдцах аккуратные кофейные круги. Пакетик сахара уперся, на блеск не рвался. Анна пыталась открыть его ногтем, потом зубами, потом посмотрела на Томаса с видом жертвы обстоятельств. «Могу включить режим «муж в отпуске», — предложил он. «Он, правда, мало отличается от обычного, но ложку уронить я уже успел». Ложка действительно лежала на полу, они оба посмотрели на нее и засмеялись. Томас поднял ее, поставил на край столика подальше, как трофей. «Вчера было странно-нормально». «Нормально-странно». «И так тоже». Он помешал кофе и добавил. «Если бы мне заранее выдали список фактов, горячая вода, другая пара, купальники, теснота, иногда слишком близко, я бы ожидал чего угодно, кроме того, что это будет легко и в какой-то момент смешно. И без ощущения, что нас кто-то оценивает». Она смотрела, как сахар растворяется в чашке. «Он весь в шутках. Обычно от таких людей устаешь. А с ним у меня было ощущение, что он видит границу и не собирается ее ломать. А она может слегка подтолкнуть, но не тащит», — дополнил Томас. Сказала, пойдем, и если бы мы не захотели, просто пошли бы спать. Анна кивнула. Это редкое сочетание. Люди, рядом с которыми не нужно все время стоять в полной броне. Они ненадолго встретились взглядом. В этом взгляде было не «какие они идеальные», а «мы им доверяем, и это наше решение». Где-то под этим взглядом у Анны шевельнулась другая честность. И еще мне понравилось, как на секунду было не по правилам. У меня еще один вывод. Вчерашнее касание. Теоретические? Осторожно уточнила Томас. Практические. Они почему-то не про «я хочу кого-то еще». Они про то, что я вспомнила, могу что-то чувствовать телом. Она подняла глаза. А дальше все равно тянет не к нему, а к тебе. Томас почувствовал, как в груди что-то сжалось и тут же развернулось. На секунду внутри мелькнула тень ревности. Не к Максу, а к той ее части, которая вчера на секунду ожила не только от его рук. И тут же растворилась в облегчении от ее «к тебе». У меня похоже. Вчерашняя ночь была как общая разминка. А сегодня мне странно легко быть с тобой живым. Без ролей идеального мужа и идеального отдыхающего. Он вытянул руку через столик, Анна вложила свою ладонь в его. «Я чувствую, что могу быть собой», — отметила она.
с ним. И это, кажется, и была моей настоящей целью во всей этой затее. Интимность в этот день пришла не одним событием. Она просочилась в мелочи. Анна проходила мимо, и рука сама тянулась поправить ворот его футболки. Томас, копаясь в шкафчике, чувствовал ее ладонь на своей пояснице. Легкое касание, которое ничему не мешало и ни к чему не принуждало. И главное, он понимал, это знак «я рядом», а не проверка, на что ты способен. Где-то глубже все равно поднимался тихий вопрос: а если однажды ей захочется проверить? И так же тихо отступал. «Ты сегодня какой-то расфокусированный», — заметила Анна, когда он в третий раз оставил ключ-карту не там, где думал. «Это называется отдых. Я тестирую новую функцию». «И как?» «Страшновато, но, кажется, работает». Она засмеялась, взяла его за рукав и подтянула ближе. Без повода. Просто потому, что хотелось. Воспоминания о джакузи всплывали фрагментами. Пена, голоса, вода, чья-то ладонь на секунду дальше, чем корректно, и тут же назад. Эти эпизоды больше не торчали, как отдельные опасные места. Скорее казались разминкой перед тем, чтобы разрешить себе чувствовать рядом с тем, с кем она и как живет. Странно, что именно после вечера с другими мне проще всего быть с ним, подумала Анна. Как будто нам вместе сказали: можно чуть-чуть расслабить хватку. И сразу вслед за этим маленький страх. Если расслабим еще сильнее, я все равно смогу остановиться там, где нужно. К обеду они зашли в каюту переодеться, но время внутри почему-то потекло иначе. Анна села на край кровати, стягивая футболку поверх купальника. Ткань цеплялась о плечи. Чувствую себя школьницей после бассейна, вечно мокрая и не к месту. Разница в том, что сейчас никто не орет, что автобус не будет ждать твоих драм, — заметил Томас, подходя ближе. Он оперся руками о матрас по обе стороны от нее и наклонился. Поцелуй начался привычно. Их поцелуй, отработанный годами. Потом Анна сама подтянула его ближе, ладонями по его спине. Тепло его тела, знакомый запах, чуть крем, чуть вчерашний бассейн, чуть совсем его. Внутри откликнулась та самая тонкая дрожь, что с утра сидела под кожей. Томас переместил руки на ее талию, прижимая ее к себе. Его дыхание стало более частым, горячим у ее шеи. Анна запрокинула голову, чувствуя, как реальность каюты растворяется. «Я люблю тебя», — выдохнула Анна сквозь зубы, прерывисто, когда его руки коснулись открытой кожи. Слова давались с трудом, голос вибрировал от напряжения. Часть ее внутри, более осторожная, все еще шептала: «И хочу при этом оставаться честной с собой». «Я знаю», — ответил он, почти задыхаясь. Его голос стал хриплым. «Я тебя...» Он провел ладонью по ее плечу, ниже, по боку. Движение почти повторило вчерашнюю чужую траекторию, но теперь не было случайности. Здесь было ее «хочу», его «я» здесь, их «мы». Анна чувствовала каждое движение его тела. Ритм стал рваным, жадным. Так вот как это, когда я сама выбираю, пронеслось в голове в такт сбивчивому пульсу. Они не торопились, но каждое прикосновение забирало воздух. Когда он попутался носком в ее шортах, Анна издала короткий прерывистый смешок. «Ты всегда так эффектно действуешь на женщин».
Только на одну. Серьезно, с трудом выговаривает слова, отозвался Томас. Я остальным выдаю инструкцию и каску. Они смеялись, но смех тут же переходил в тяжелые глубокие вдохи. Анна чувствовала его вес. Тепло. Слышала его хриплое дыхание прямо у своего уха. Тело отвечало не фейерверком, а растущей волной тепла от поверхности к центру. Это было не про то, что со мной делают. Это было про то, что они создавали вместе, задыхаясь от близости. Когда напряжение наконец ушло, а дыхание выровнялось, Анна лежала, ощущая на коже новый слой тепла. Уже только их. Не было ощущения, что они совершили какой-то смелый поступок. Было чувство, что они еще раз подтвердили: мы остаемся собой, даже если вокруг появляется что-то новое. Они лежали рядом, глядя в потолок. «Как тебе наша сегодняшняя попытка жить по-другому?» — спросил Томас, когда тишина стала мягкой. Анна повернула голову. «Нравится. Тем, что она наша. Не чья-то теория, не чужой сценарий. Просто мы». Она чуть замялась и добавила: «И тем, что мне не хочется от тебя никуда сбегать. Наоборот, хочется ближе». Томаса выдохнул, как будто у него внутри тоже что-то зафиксировалось. С выдохом ушло напряжение, которое он сам до конца не признавал. Страх проснуться утром рядом с человеком, который смотрит в сторону чужих берегов. Это неплохой результат. Для эксперимента не быть идеальными вполне. Анна засмеялась. Раньше, когда я думала о каких-то смелых шагах, мне казалось, что это будет страшно, рискованно, с угрозой, что все рухнет. А сейчас это больше похоже на игру, в которой мы вдвоем осторожно трогаем мир и себя и смотрим, где нам хорошо. Я не хочу другого мужчину, — ясно проговорила она себе. Я хочу чувствовать себя живой, и сегодня это получилось с ним. И все равно рядом, как тень, стоял вопрос: когда в эту игру вернутся они, смогу ли я сохранить эту ясность? Дальше день тек спокойно, они гуляли по верхней палубе, смотрели на воду, обсуждали завтрашние анонсы и спорили, стоит ли идти на еще одно вечернее шоу. Время от времени в разговоре всплывали Макс и Лена. Если Макс когда-нибудь предложит уже не водную, а настоящую социальную авантюру, я все равно сначала найду аварийный выход. А если Лена тихо скажет: «Давайте попробуем», у меня уже есть базовое доверие, что мы из этого выберемся живыми. Они улыбнулись. Анна заметила, что при словах «игра» или «новое» внутри ничего не сжимается. Напротив, появлялось любопытство. Не про то, с кем еще, а про то, как еще мы можем быть собой, вдвоем и среди других. И где-то рядом с этим любопытством дышала осторожность. Не перепутать игру с проверкой собственной ценности. Вчера они вчетвером сидели в воде и осторожно двигали невидимые линии между людьми. Сегодня они вдвоем, в своей каюте, двигали только свои общие границы. Разница была простой и огромной. Там проверка мира на то, как он отреагирует, здесь подтверждение, что между ними по-прежнему есть опора. К вечеру у Анны было не чувство «мы сделали что-то рискованное», а тихое ощущение, что их общая территория стала чуть шире. И на этом новом участке никому не было ни больно, ни страшно. «Это только начало», — подумала она, но оно началось с радости и доверия, а не из разрухи. И это, кажется, самое важное. Где-то на краю этого начала уже маячили силуэты Макса и Лены, как напоминание, что следующий шаг неизбежно будет не только про них двоих.